В этом выпуске вас ожидают схватки обитателей морских глубин, а именно гигантов древних морей и океанов, гигантов, которые поражают своим невероятным ростом неконтролируемой ярости и постоянным зверским чувством голода. Мозазавр – чудовище в прямом смысле слова, морская рептилия, самая большая особь которой превышала длины более 17 метров. В силу своих особенных качеств мозазавр обладал агрессивными навыками. К примеру, любая подвижная цель – это потенциальная пища, даже если это такой же мозазавр. У некоторых из нас вопросов не возникает, что мозазавр был на самой вершине пищевой цепи. Но все-таки интерес устраивать гипотетические поединки между гигантами мезозойской эпохи среди населения очень большой и очень популярен. Итак, вашему вниманию первый поединок. Мозазавр против мегалодона. Мозазавр обладал очень огромной пастью и большую часть времени был в постоянном поиске пищи. Также скелет у мозазавра состоял из костей, в отличие от мегалодона, который являлся хрящевой рыбой. Это говорит о том, что мозазавр был в разы крепче акулы. Интеллект у обоих примерно одинаковый. Обычные рефлексы, состоящие из поиска пищи и агрессивного нападения на добычу. Маневренность хищников – одно из самых главных преимуществ в поединке. Здесь явный перевес в сторону мозазавра. У него меньше масса, средний вес около 15 тонн, и за счет этого более гибкое тело. Мегалодон, сравнительный вес которого доходил до 47 тонн, был более неповоротлив. В пример можно привести современную китовую акулу. Маневренность не на его стороне. Сила укуса наиболее крупных мегалодонов, вероятно, достигала 11 тонн и позволяла с легкостью вскрыть грудную клетку небольшого кита. Но мозазавры атаковали очень крупных и сильных животных, что подтверждается следами зубов на некоторых видах китовых, а также на плезиозаврах и самих же мозазавров. Поэтому оценка поединка такова: 70% победы в пользу мозазавра. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и оставляйте комментарий. Бейте в колокол, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы есть во всех соцсетях. Подписывайтесь и узнавайте много интересного. Также помогайте развитию канала рублем. Ссылка на донаты под видео. А мы продолжаем. Мозазавр против плеозавра. Плеозаурус функе. Так в научном мире именуют самого большого плеозавра, существовавшего за всю историю Земли. Более известное название этого ископаемого – хищник Икс. Частично сохранившийся череп позволяет оценить размер этого хищника – более 15 метров в длину и веса около 45 тонн. Сила укуса была феноменальной. И нет сомнений в том, что хищник Икс был на вершине пищевой цепи. Хищник Икс не отличался интеллектом. Большие мышцы, но маленький мозг. Такое определение дали ученые этому плеозавру. Но хищник Икс, как и все доисторические рептилии, не нуждался в повышенном интеллекте. Мышление он компенсировал своей силой и скоростью. Кстати, он обладал самым большим черепом среди всех существовавших на Земле хищников. Его длина могла достигать почти 3 метров. Сила укуса такого монстра была колоссальной. Он мог просто своими челюстями раздавить средний легковой автомобиль. Этот плеозавр именно за счет своих плавников плавал быстрее и маневреннее, чем мозазавр. Поэтому 80% победы отдается хищнику Икс. Следующий поединок с мозазавром у нас представляет базилозавр. Достойными ли соперниками были эти два хищника? Базилозавр – один из самых огромных китов, живших на Земле. Размерами он был схож с мозазавром. В рацион его питания также входили китообразные, и даже порой жертвы были такого же размера, как и их преследователь. Учитывая схожие характеристики, можно предположить, что битва этих двух гигантов могла бы завершиться в чью-то пользу от непредвиденных факторов. Фактор внезапности, возраст или ослабление здоровья одного из противников.
Поэтому в этой битве мы пока не склоняемся ни на чью сторону, а предлагаем вам решить, кто из этих ископаемых претендует на звание сильнейшего в поединке. Результат поединка 50-50. Ну а в следующем поединке у нас претендент на звание сильнейшего – Кронозавр. Кронозавр – это еще один гигантский плеозавр. Вы скажете, ну и сравнение. Кронозавр был на порядок меньше мозазавра. Известная максимальная длина этой морской рептилии на сегодняшний день – 10 метров. Мозазавр его может победить шутя, но не торопитесь с выводами. С помощью 4 плавников и гораздо меньшей длины, чем его оппонент, Кронозавр мог лучше маневрировать, что давало бы ему шанс атаковать мозазавра намного чаще. Еще одна особенность – это увеличенные зубы, которые называются клыками. И своими клыками Кронозавр мог нанести болезненные раны мозазавру. Конечно, всех этих преимуществ Кронозавру могло бы и не хватить для победы. Поэтому результат поединка таков: 65% победы присуждается мозазавру. Еще один плеозавр представлен в качестве противника мозазавру. Это Леоплевродон. Конечно, разница во времени проживания этих чудовищ колоссальная – десятки миллионов лет. Изначально длина этого ящера была сильно преувеличена. Во многих фильмах его показывают как огромное чудовище, достигавшее в длину 25 метров. Конечно, позже эта теория была опровергнута учеными. На сегодняшний день размер самого большого найденного Леоплевродона составляет 7 метров. Но кто знает, какие теории выдвинут ученые через пару десятков лет, и не окажется этот плеозавр опять больших размеров. А может и найдутся останки 30-метрового Леоплевродона. 25-метровый пока недоказанный экземпляр мог бы противостоять мозазавру и, мало того, мог бы легко победить своего оппонента. В этом случае мы отдаем 90% именно 25-метровому Леоплевродону. Ну а 7-метровый экземпляр уходит на завтрак мозазавру в качестве утешительного приза. И вот еще один соперник мозазавра. Это Левиафан Мелвилла. Вымерший кашалот неогенового периода, существовавший в эпоху Миоцена 11 миллионов лет назад. По сохранившемуся 3-метровому черепу длина Левиафана оценивается до 17,5 метров. Сказать, что древний кашалот был гигантом, скорее всего, недоростком по сравнению с современными кашалотами, которые достигают длины свыше 20 метров. Но он был подходящим соперником мозазавру. При встрече с рептилией он мог и не проявлять своих боевых качеств, но если бы такой гигант получил ранение, то, скорее всего, он бы кинулся в контратаку, и какой бы исход был, неизвестно. Преимущество древнего кашалота было в зубах. Максимальная длина зубов составляла 36 сантиметров. Челюсть с такими длинными зубами могла быть грозным оружием против мозазавра. Плюс массивное тело не позволило бы морскому ящеру нанести непоправимый ущерб столь огромному животному. В этом поединке с преимуществом 80% победа присуждается Левиафану Мелвилла. А вот поединок мозазавра с Дунклеостеем. Дунклеостей был рыбой-плакодермой, которая жила в Девонском периоде, когда позвоночные только начинали выходить на сушу. Он был грозным морским хищником и находился на вершине пищевой цепи Девонского периода. Самый большой экземпляр мог достигать всего 10 метров, но насколько он был силен по сравнению с мозазавром? Вместо зубов эта рыба имела пластины, с помощью которых перемалывала кости своим жертвам. Преимуществом было то, что Дунклеостей мгновенно открывал рот, тем самым создавая сильную тягу наподобие пылесоса. И мелкие морские обитатели просто засасывались в пасть хищника. Медлительность, сравнительно небольшой рост и соотношение сил с мозазавром было не в пользу Дунклеостея, поэтому 90% победа присуждается мозазавру. Напрашивается вопрос, какой хищник мог бы посоревноваться с мозазавром в силе и ловкости? Это шастозавр. Триасовый ихтиозавр, который отличался от своих потомков
гигантским размером. Но и тут анатомия шастозавров была рассчитана, скорее всего, на долгое монотонное плавание, чем на погоню за добычей, а также на поединки с подобными хищниками. Зубов у шастозавров не было, поэтому пищу они заглатывали целиком. Шастозавры не имели механизмов защиты от других морских хищников, поэтому поединок с мозазавром очевиден. Стопроцентная победа присуждается мозазавру, который не спеша бы пообедал базальным ихтиозаврам. Посмотрев этот выпуск, оставляйте свое мнение в комментариях. Предлагайте свои версии поединков. Не забывайте подписываться и ставьте палец вверх. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные выпуски от канала «Реальное нереальное».